Давай расскажу о фильме «Заражение». Всем некогда объяснять, и нас бросают сразу во второй день начала пандемии. Почти одновременно были зафиксированы несколько очагов вирусов в разных частях мира – Гонконг, Англия и Токио. Девушка по имени Бет, жена и мать одного ребенка, вернулась в Миннеаполис после деловой поездки в Гонконг. Была ли она действительно деловая или нет, сложно сказать. Особенно, когда позже выяснилось, что большую часть времени она провела в казино, попутно дегустируя разные алкогольные напитки и блюда в ресторане. Но на этом она не остановилась. Вместо того, чтобы улететь вовремя, она задержалась и провела несколько часов в номере отеля со своим бывшим парнем. Четвертый день стал трагичным для ее мужа Митча. За 24 часа он потерял жену, которая скончалась в больнице, где врачи не смогли поставить диагноз, заявив, что вероятно это менингит или лихорадка западного Нила, и своего сына, которого он обнаружил уже мертвого после возвращения домой. К этому времени вирус успел забрать несколько жизней по всему миру. У всех больных были одни и те же симптомы – высокая температура и сильная боль в горле. Дорогие зрители, будьте осторожнее, соблюдайте минимальные требования личной гигиены и меньше вступайте в живой контакт с другими людьми. А чтобы вам было не скучно дома, обязательно подпишитесь на наш канал и смотрите больше фильмов и сериалов вместе с нами на безопасном друг от друга расстоянии. На 7-й день вирус начал набирать неимоверные темпы распространения, особенно в Токио. После проведения исследований в лаборатории, сотрудники Всемирной организации здравоохранения признали, что этот вирус не был ранее известен человечеству. Он может попасть в организм человека воздушно-капельным путем, либо после взаимодействия с зараженными предметами. После смерти жены и приемного сына Митча изолировали, поместив в отдельную палату. Позже выяснилось, что у него врожденный иммунитет к этому вирусу. Доктор Чивер из Всемирной организации здравоохранения отправил доктора Элеонору в Гонконг для выяснения источника вируса и цепочки его распространения. Из Центра контроля заболеваний отправился в Миннеаполис доктор Мирс, чтобы самостоятельно изучить обстановку на месте и создать полевой госпиталь для зараженных, в который она и сама попала, заразившись в номере своего отеля. Буквально через 10 дней она скончалась. В таких ситуациях кто-то всегда пытается заработать большие деньги. К 14-му дню таким человеком стал журналист-блогер Алан. На своем сайте он сеял хаос и панику, что у него получалось довольно неплохо, и в итоге у него появилось 12 миллионов последователей. Алан продал инсайдерскую информацию владельцу инвестиционного фонда, что лекарство Farxiga спасает от нового вируса. Он доказал это на своем примере, когда заразился, но поправился на следующий день после приема лекарства. Недолго он пробыл в роли долларового миллионера. Алана схватили сотрудники ФБР, узнав, что ему заплатил производитель данного лекарства $4,5 миллиона. Его задача была в дискредитации действий государства и рекламировании Farxiga, которое, конечно, не являлось рабочим, а он лишь изобразил заражение. После того, как доктор Элеонора определила, что девушка Бет являлась ближайшей к началу цепочки распространения вируса, ее похитили китайцы, требовавшие получения вакцины одними из первых. На 18-й день в городах перестает что-либо функционировать, а границу закрывают солдаты с оружием. Прошло почти 20 суток, и у людей началась животная паника. Они крушили и грабили магазины, дома, банки. Даже мимо чужого бака с бензином не проходили мимо. Их было уже не остановить, все пытались выжить, ведь смертность была около 30%. А вы бы попали под влияние всеобщей паники? Как думаете? Если нет, то поставьте лайк под этим видео. Надеюсь, что таких людей будет много. 29-й день стал настоящим спасением для всего человечества. Вакцина под номером 57 успешно прошла испытания на шимпанзе. И будучи уверенной в результате, исследователь доктор Элли сделала себе укол с лекарством. Первым делом она направилась к своему заразившемуся отцу, чтобы проверить эффективность вакцины. Ей, да и всем людям очень повезло, потому что лекарство действительно сработало и она не заразилась. Хотя почему она не подумала, что у нее может быть иммунитет, как у Митча, и дело вовсе не в лекарстве. Лишь к 133-му дню произвели достаточное количество вакцин для начала их распространения среди населения. Порядок получения лекарства был публичным и определялся случаем с помощью лототрона.
К этому времени в мире насчитывалось более 26 миллионов погибших от нового вируса. Естественно, знаковым личностям передали вакцины вне очереди, среди которых был доктор Чивер и его жена, хотя он поступил благородно, отдав свою ампулу сыну сотрудника ВОЗ. Про доктора Элеонору не забыли и передали китайцам лекарства, а они в свою очередь отпустили доктора. Как выяснилось позднее, доктор Чивер вернул своего сотрудника, а китайцы получили лишь плацебо под видом работающей вакцины. Человечеству понадобилось 133 дня для борьбы с опасным врагом. А сколько еще потребуется времени, чтобы восстановить прежний уровень жизни и создать достаточное для всех количество препарата? Но осталось несколько нераскрытых вопросов. Что было в первый день? И кто был нулевым зараженным, начавшим цепочку из человеческих смертей? Давайте расскажу. Первый день летучая мышь, являющаяся переносчиком этого вируса, откусила совсем небольшой кусочек банана. Пролетая мимо загона со свиньями, она выронила этот кусок, которым с удовольствием полакомился поросенок. В свою очередь его убили и доставили в ресторан Гонконга, где его мариновал и готовил повар, который фотографировался и жал руку девушки Бет. А значит, нулевой пациент тот самый повар из ресторана. Это наглядная демонстрация, как череда совсем маловероятных случайностей может привести к всеобщей катастрофе мирового масштаба. Будьте аккуратнее. А также не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк, чтобы успевать смотреть больше фильмов и сериалов вместе с нами, а освободившееся время посвятить себе и близким.